Всем привет! Привезли двигатель от лодочного мотора Parsun 15 четырехтактный с проблемой, что в масло попадает вода. Владелец сам снял двигатель и привез его нам на разборку. Выкрутили свечи. Одна из них такая ржавая. Нижняя свеча. Ну, перед разборкой мы решили проверить компрессию. Оказалось, что компрессии 0 на каждом цилиндре. Мы же еще не проверили. Но мы уже знаем, что компрессии нет, и показываем, что компрессии просто нет. Вообще нет. Искру мы отключили. Провода. Как могло попадать масло, если он вообще не мог работать? Да, вопрос, как он вообще работал. Владелец нам ничего не говорил. Сейчас будем разгадывать по порядку. Второй цилиндр. Компрессии 0. Мотор Parsun — это копия Yamaha 15. И эта Yamaha у нас есть на ремонте. Вот она. Вот этот лодочный мотор. На него мы ждем карбюратор, чтобы увеличить мощность с 9 до 15 лошадиных сил. Это будет в другом видео. Сняли головку и узнали, откуда поступает вода. Прогорела прокладка на нижнем цилиндре. Вода поступила также и в клапаны. Видимо, мотор полежал некоторое время. И теперь клапаны выпускные не закрываются. Видимо, заржавели. Нижний заржавел, верхний подзакис. А прогорела прокладка из-за чего? Ну, может, из-за перегрева. Вот этот болт был не зажат. Очистили клапаны от ржавчины, притерли их, начали собирать и увидели следующее. Это распредвал. На нем имеются декомпрессоры для облегчения запуска лодочного мотора с ручного стартера. Декомпрессор не позволяет клапану закрыться. И таким образом нам легче запускать двигатель с ручного стартера, мотор не пинается. Во время работы мотора центробежной силы декомпрессор отодвигается и клапан закрывается полностью. Так вот, декомпрессор установлен на штифт. И один из этих штифтов выскочил. А что же будет, если он во время работы выскочит полностью? Заклепали штифт декомпрессора. Начинаем сборку. Ставим оригинальную ямаховскую прокладку. Делаем из Парсуна Ямаху. А эту прокладку мы отдадим владельцу, и он ее установит под двигатель. Для установки ремня газораспределительного механизма совмещаем метки. Под маховиком нужно их найти. Это верхние мертвые точки для каждого цилиндра. Поршни здесь ходят синхронно.
Мотор готов. Стоимость ремонта 16 тысяч. Из этой суммы прокладка под мотор 2500 и прокладка под головку блока цилиндров 3500. Отдаем владельцу. Владелец сам установит его уже на остальную часть. На этом все. Всем пока.